Всем здравствуйте. Мы продолжаем серию лекций по материи Медики Полихрестов доктора Джоса Айсека. И сегодняшняя наша тема «Калий бихромикум». Hello, everybody. Today we are continuing the series of lectures on Polichrest Materia Medica by Dr. Джос Айсек. Today our topic is Калий бихромикум. Следующая наша встреча пройдет 10 мая в 17:30 по московскому времени, и тема будет стафизагрия. Our next meeting will take place on 10th of May, 5:30 p.m. Moscow time, and the topic will be staphysagria. Okay, Dr. Joss, we can start. I think some more people are okay to enter. Yes. Oh. Okay. 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 Dear people friends, entered. I think Дорогие still people друзья. are entering. No, people are already some. During the whole webinar, people are coming. We can't wait. Okay, dear friends, colleagues. See, we are on the 41st webinar on Materia Medica. Дорогие друзья, коллеги, у нас с вами 41-й вебинар по материи медики. And as all of you know, our topic today is Калий бихромикум. И, как вы все знаете, наша сегодняшняя тема – это калий бихромикум. When we think about Калий бихромикум, it belongs to one of the main family of remedies like Kali group. И когда мы говорим про калий бихромикум, то мы вспоминаем, что он принадлежит, это один из основных препаратов группы калия. Starting from Калий бихромикум, Калий броматум. Начиная с калий арсеникозум, потом идет калий бихромикум, калий броматум. Калий айодатум, нитратум, all these remedies. Калий йод, калий нитрит и так далее, все вот эти вот препараты. Anyway, this is a very important family of remedies. В любом случае, это очень важная группа препаратов. And which is highly useful in the present context. Которая очень эффективна именно в нашем контексте. And first of all, the main thing is we have to think of it as a syphilitic remedy. И в первую очередь мы должны думать про него как про сифилитический препарат. With all the discharges and punched out ulcers. Со всеми его выделениями и с глубокими такими язвами. In all this, Калий бихромикум is a very important drug. При всех этих состояниях калий бихромикум это очень важный препарат. As I told you, the Kali group actually begins with the Kali arsenicosum and they end with the maybe causticum. Как я вам уже говорила, препараты группы калия начинаются с калия арсеникозум и заканчиваются, может быть, каустикумом. All these remedies have a night aggravation. У всех этих препаратов ухудшение ночью. And that's why the last one is causticum. И поэтому самый последний в этой группе препарат это каустикум. And causticum has aggravation early morning. А у каустикума ухудшение рано утром. So when we look into the modalities, what we see is causticum is the last member in the Kali group. И когда мы смотрим на модальности, мы видим, что каустикум это как бы последний член этой группы. And another important thing is all these remedies, almost all the Kali groups are chili remedies. И еще одна вещь, что практически все препараты из этой группы это зябкие препараты.
That means aggravation from any kind of cold. Это значит, что у них идет ухудшение от любого вида холода. And another important characteristic of Kali group is they are fat people who put on weight. Еще важная характеристика препаратов группы калия, что это полные люди, которые набирают вес. Alan Skinner, Alan says that they are fatty, chubby, short-necked children. Sorry, please repeat. The children are usually fatty, chubby, and short-necked. У Алена написано, что эти дети, они такие пухлые или щекастые, они такие дряблые и невысокого роста. So when we hear about fatty, chubby children, we think of calcarea carb. И когда мы видим полных таких щекастых детей, мы думаем про калькария-карбонику. But the Kali bichromicum also has the same thing, same symptom. Но у калий бихромикума тоже есть такой же симптом. And more syphilitic in nature. И он более сифилитический по своей природе. So coming to the main symptoms of Kali bichromicum. Переходя к основным симптомам калий бихромикум, Mainly used for complaints of the mucous membrane. Он преимущественно используется при жалобах на слизистой оболочке. Where there is a stringy discharge. С тягучими выделениями. Stringy yellow discharge. Тягучие желтые выделения. When people just clean the nose or anything, it comes out like a string. Когда люди высмаркиваются, то у них вот эти выделения, они выходят такой нитью. And difficult to throw away. И от них тяжело избавиться, потому что они тянутся. A main symptom or the main indication of Kali bichromicum is this yellow stringy discharges. И вот основной показатель у выделений калий бихромикума это они желтые и тягучие. Whether it is from any outlet, you can use Kali bichromicum. Если такие выделения идут из любого отверстия организма, то вы можете подумать про калий бихромикум. From the nose, from the mouth, from the leukorrhea, or from an ulcer. Это может быть выделение из носа или изо рта, или это может быть лейкорея, или это выделение из язвы. Here the comparison comes to hydrastis. И здесь в сравнении мы можем взять гидрастис. Hydrastis is also the same symptom, same yellow stringy discharges, thick discharges. У гидрастиса тоже желтые густые выделения. So these two remedies has to be compared in this particular symptom. И вот эти два препарата нужно сравнивать при вот этом определенном симптоме. And the main area of affections are gastric complaints. И основные области поражения это желудочные жалобы. Upper respiratory areas. Это верхние дыхательные пути. These are the main two areas on which the Kali bichromicum works. Это основные две области, в которых работает калий бихромикум. And it is one of the main remedies for ulcers of syphilitic nature. И это один из основных препаратов на язвы сифилитической природы. And the main indication of Kali bichromicum in ulcer is deep punched out ulcer. И основное показание при язве калий бихромикум это такая глубокая язва, как вырытая такая котлованная язва. So this punched out ulcer is a indication of the syphilitic miasm also. И вот эта вот глубокая язва это также показание на сифилитический миазм.
In many cases where the ulcer is remaining and is not healing, you can think of Kali bichromicum. И во многих случаях, когда язва не заживает, и она как глубокая, то вы можете подумать про Калий бихромикум. In some ulcers, which are there for maybe years or months, you need Kali bichromicum. При некоторых язвах, которые уже присутствуют годами или сколько-то месяцев, то вы можете подумать про Калий бихромикум. And in such cases, you can use Syphilinum as intercurrent. И вот в таких случаях вы можете применять сифилинум как интеркуррентный препарат. Because syphilitic ulcers are the ones which are difficult to heal. Потому что сифилитические язвы – это язвы, которые сложно вылечить. Here, you have to think about the other syphilitic remedies like lachesis. И здесь вам нужно также подумать и про другие сифилитические препараты, такие как лахезис, Mercosol, меркуриус солюбилис, геперсульфур, Silicea. силицея. So these are all main remedies for the ulcers which are difficult to heal. Это основные препараты на язвы, которые тяжело заживают. Even ulcers of many years duration. И даже при язвах, которые уже долгое время сидят, ну, тут они им уже много лет. One of the most important uses of Kali bichromicum nowadays is in sinusitis. Один из самых важных применений Калий бихромикум в наши дни – это при синусите. Because nowadays sinusitis is very common condition which we usually face. Потому что сейчас синусит – это очень часто встречающееся состояние, с которым мы обычно сталкиваемся. The first symptom you have to look for in sinusitis is the color of the discharge from the nose. И первый симптом, на который вы должны обращать внимание при синусите, это цвет выделений из носа. If it is yellow thick discharge, если это желтые густые выделения, 3 remedies comes like Kali bichromicum, pulsatilla. Тут могут подойти 3 препарата, такие как Калий бихромикум, пульсатила, Kali sulfuricum, Калий сульфурикум and even Silicea. И даже силицея. So these are the main remedies we have to look for in sinusitis with yellow discharge. И это основные препараты, на которые мы должны обращать внимание при синусите с желтыми выделениями. Here you can see that all these are mainly syphilitic remedies. И вы также можете видеть, что это все сифилитические препараты. And these discharges come like a string. И у них выделения тут тянутся. Then you have to think of Kali bichromicum. И Yellow and stringy. If 2 things are there, you can think of Kali bichromicum. Если выделения желтые и они тянутся нитью, то вы должны подумать про Калий бихромикум. So that is the first symptom we look for in sinusitis. Это первый симптом, на который мы обращаем внимание при синусите. The second symptom we see is pain in a spot between the 2 eyebrows. Второй симптом – это боль в одной точке между бровями. And this spot can be covered with the tip of your finger. И вот эту точку можно покрыть кончиком пальца. So this is the second symptom which we see in sinusitis. И это второй симптом, который мы видим при синусите. And the third one is, И третий симптом. in a sinusitis patient, if you take an X-ray, you can see the areas or the walls of the sinuses are perforated. И если вы сделаете рентген человеку с синуситом, то вы увидите, что стенки пазух, они изъязвлены. The degenerative changes has gone to the walls of the sinuses also.
То есть дегенеративные изменения появились на стенах пазух. And you can see the erosion of the septum. И вы можете наблюдать эрозию перегородки. In this condition, Kалий бихромикум is the best remedy. И в этом состоянии калий бихромикум самый лучший препарат. So these are the three main symptoms of Kалий бихромикум in sinusitis. Это три основных симптома калий бихромикум при синусите. Yellow stringy discharge, Желтые тягучие выделения, pain in one spot between the two eyebrows, боль в одной точке между бровями. or the third one is the corrosion of the septal, the sinus walls. И третье это вот дегенерация или стенки пазух разъедаются. And sometimes this yellow discharge will be mixed with some kind of blood also. И иногда вот эти выделения могут быть перемешаны с небольшим количеством крови тоже. I mentioned the sinusitis because that is the one condition for which we are mainly using Kалий бихромикум. Я говорю про синусит, потому что это одно из состояний, при котором мы чаще всего используем калий бихромикум. Another important symptom of Kалий бихромикум is its headache. Еще важный симптом калий бихромикум – это головная боль, Which is preceded by dimness of vision or blindness, or it looks like a black thing. The eyes look in front of the eyes something black. It can be blindness, it can be dimness of vision, or anything before the commencement of headache. И вот этой головной боли предшествует либо затуманенность зрения, либо слепота, либо потемнение в глазах. This headache can be on one spot. И вот эта головная боль может быть в одной точке. Between the eyebrows. Между бровей. So this in headache, Kалий бихромикум is a very important drug. При головной боли калий бихромикум это очень важный препарат. And one of the closest remedies in such a condition is gelsemium. И один из самых ближайших препаратов в этом состоянии это гельземиум. But in gelsemium, it is amelioration or ameliorated by passing urine. Но у гельземиума головная боль улучшается от отхождения мочи. Then another indication is nowadays in beer drinkers. Еще одно показание на калий бихромикум это у людей, которые любят пиво. In our Materia Medica, Kалий бихромикум is considered the best remedy for beer drinkers. В нашей материи медики он считается один из лучших препаратов для любителей пива. They have the craving for beer and they take bottles and bottles of beer, and finally their liver will be affected like that. У них желание пива, они пьют пиво бутылка за бутылкой, и в итоге у них... Hello? Can you hear me? Hello? Hello, can you hear, Dr. Joss? Okay. So these beer drinkers slowly develop loss of appetite. Hello, can you hear? Yes. But I can't hear you. These beer drinkers. Hello, can you hear me? Инна, подмени меня, пожалуйста, пока у меня проблема техническая. Алло, да, я здесь. I can hear you. Алло. Hello. Меня слышно. Yeah, you can continue. But I can't hear you. Okay. So there, beer drinkers, what is happening is after some months or years of continuous beer drinking, they develop loss of appetite.
Многие люди после того, как они годами пьют пиво, у них возникают такие сложности, как, например, у них возникает потеря аппетита. weight in pit of stomach, У них начинается боль в желудке, flatulence, вздутие, and aggravation immediately after eating. и сразу у них возникает обострение после еды. Also, Kali bichromicum is a remedy for gastric ulcer. Калий бихромикум – это препарат при язве желудка. If the pain comes immediately after eating. Особенно, когда боль возникает немедленно, сразу же после еды. If it is 1 hour after eating, it is nexomica. Если это через час после еды, то это нуксвомика. So these are the main gastric complaints of Kali bichromicum. Это основные желудочные жалобы калий бихромикум. Then another important symptom is edematous uvula. Еще одним симптомом является вот этот язычок увула, его, когда он отек увулы. Apis mellifica is the main remedy, Главным препаратом является апис меллифика, but you can consider Kali bichromicum also. но вы можете тоже подумать о калий бихромикум. Then many people don't know that Kali bichromicum, the time of aggravation is 2 a.m., 2 to 3 a.m. 2 a.m. to 3 a.m. Основным временем обострения калий бихромикум является с 2 часов ночи до 3 часов ночи. And Kalicar has aggravation from 3 to 4 a.m. У калий карбоникум это ухудшение с 2 до 4 часов ночи. Then another important symptom is the female symptom, where the stringy yellow leucorrhea. Следующим симптомом является симптом у женщин, когда бели или лейкорея являются желтыми и тягучими. It is also a remedy for prolapses of uterus. Это тоже хороший препарат при пролапсе матки. So these are the main indications for which we use Kali bichromicum. Это основные области назначений, когда мы используем калий бихромикум. So coming back to the main symptoms, one more time I will repeat. Сейчас возвращаюсь к основным симптомам. The 10 main points in Kali bichromicum are 10 главных симптомов калий бихромикума следующие. first one is it is mainly a syphilitic remedy. Это сифилитический препарат. Second point is it is a chilly remedy. Зябкий. And generally the patients are fat, they put on weight. Это препараты полные, у них повышенный вес. Or the next is complaints from continuous beer drinking. Жалобы возникают после длительного употребления пива. In gastric ulcer, pain immediately after eating. При язвенной болезни боль наступает сразу после еды. Sinusitis with a yellow stringy discharge. Синусит с желтыми тягучими выделениями. Pain between the eyebrows. Боль в точке между бровями. Erosion of the sinus walls. Эрозия носовой перегородки. Then, actually, Kali bichromicum is a remedy for pain in small spots. Калий бихромикум – это препарат, где боль точечная. Usually, that small spot can be covered with the tip of your finger. Это обычно боль в точке, которую можно отметить размером с кончик пальца. Because many patients used to tell us they just put on this that particular part and say that
Here I have pain in one spot, then they point to another spot. Like that, the pains are all on spots. Часто пациент нам указывает пальцем, говорит, боль у меня вот в этой точке, потом он указывает на другую точку и в этой точке. То есть это такая точечная боль, когда пациент может прямо указать на точку, в которой болит. Then the headache preceded by blindness or dimness of vision. И кроме того, головная боль, которая сопровождается потерей зрения или помутнением зрения. And one important symptom here is these patients are generally fleshy, or they put on a lot of weight, fat in the body. И еще раз повторяю, что препарат для пациентов, которые легко набирают вес. And they have loss of desire for sex. And they have? Loss of desire for sex. Да, и у них есть потеря сексуального желания. So it is a remedy for loss of sexual desire in fatty people. То есть, если вы видите, то есть это препарат для полных людей, у которых снижена либидо и сексуальное желание. So these are the main symptoms for which we prescribe Kалий бихромикум. Вот это все, это основные точки, по которым мы назначаем Калий бихромикум. I'm just giving you only the prescribing points in Kалий бихромикум. Я вам дал основные моменты назначения Калий бихромикум. So now I think we can go for a question and answer session. Теперь мы можем вернуться к нашим вопросам и ответам.